Почему только Чингук тайно это готовит? Это признак раскола внутри BTS или лишь начало чего-то гораздо большего? Узнайте удивительные факты, о которых не знал даже сам Тэхён. Не забудьте поставить лайк, оставить комментарий и подписаться, чтобы быть в курсе самых горячих новостей о BTS. Что произойдет, если человек, которого вы всегда считали братом, вдруг начнет хранить секрет, огромный как мир, прямо у вас на глазах? Вы когда-нибудь чувствовали, что все вокруг вас что-то знают, кроме вас? А что, если правда в итоге всплывет не из его признания, а из события, которое невозможно опровергнуть? Сеул. 2 января 2026 года. Это утро показалось Ким Тэхёну знакомым. Он просыпается от того, как зимнее солнце робко проникает в его роскошную квартиру в Ханнам-доне. Настенные часы показывают 8 часов 13 минут. Он взял телефон и открыл групповой чат BTS, как обычно по утрам, проверял сообщения, шутил или просто отправлял случайные смайлики в чат Джин Хёна, который часто полон черного юмора. Но в то утро все было не так, как обычно. В чате было тихо. Никакой активности более 48 часов. И что еще страннее, от Чингука ни слова. Тэхён нахмурился. Прошло уже 2 дня, как он не появлялся, даже не отвечал на сообщения в Инстаграм или комментарии, упоминающие его в их мире, связанном с постоянно меняющимся графиком, рекламой и проектами. 2 дня, слишком долго, чтобы исчезнуть без следа, и в груди Тэхёна начало расти странное чувство. Он попытался отмахнуться от него. Может быть, Чингук занят своим сольным проектом. Или, может быть, ему нужно побыть одному. Но инстинкт подсказывал Тэхёну обратное. Что-то не так. Он решил позвонить. 1 звонок. 2. 3. Затем гудок сменился голосом оператора. Номер, на который вы звоните, недоступен. Тэхён молчал. Его брови нахмурились. Чингук выключил телефон. Или он действительно не хочет, чтобы его беспокоили? Но почему, не сказав никому? Поскольку BTS решили больше сосредоточиться на своих индивидуальных проектах, у всех участников есть своя свобода. Но между ними есть одно неписанное правило – никаких больших секретов, не рассказав друг другу сначала. Когда Тэхён попытался связаться с Джей Хоупом и RM, чтобы узнать, знают ли они, где находится Чингук, их ответы только усилили его любопытство. «Он мне ничего не говорил», — ответил Джей Хоуп ровным голосом. «Насколько я знаю, он уехал в Японию». «Но я не уверен, что он все еще там», — ответил RM немного нервно. «Может быть, тебе стоит спросить менеджера». Но когда Тэхён позвонил их менеджеру, тот дал не менее сбивающий с толку ответ. «Прости, Тэхён Си. Чингук дал мне прямое указание никому ничего не сообщать, даже другим участникам группы». Эта фраза была как молния среди белого дня. Тэхён самый быстрый. Что это значит? Почему Чингук должен скрывать что-то даже от своих хёнов? И что еще важнее, к чему именно готовится Чингук? Единственная подсказка пришла из электронного письма, случайно попавшего в личный почтовый ящик Тэхёна от одного из их бэк-вокалистов из Америки. Подпись была короткой: «Поздравляем Чингука с началом мирового турне 2026 года». Тэхён перечитал это предложение более 5 раз. У него вспотели руки. Мир на мгновение остановился. Мировое турне в этом году. Без BTS. Не было официального заявления от HYBE. Никакой подготовки. Никакого тизера. И самое главное, никто больше не знает. Даже Чимин, который всегда был ближе всех к Чингуку, утверждает, что узнал об этом только от Тэхёна. «Я даже не разговаривал с ним с последнего юбилейного концерта», — тихо сказал Чимин. «Но если это правда, почему он от нас прячется?» Той ночью Тэхён не мог уснуть. Он сидел на балконе своей квартиры в толстой толстовке, глядя на небо Сеула, затянутое серыми тучами. Его разум был полон неразрешенных вопросов.
сердце словно разрывалось на части, не потому, что Чингук сам будет проводить тур, а потому, что он решил скрыть это от них. Более 10 лет они росли вместе, пересекали континенты, собирали мечты и сталкивались с жесткой критикой со стороны индустрии. Они делились смехом, слезами, даже травмами. Но теперь между ними появилась стена, которую они больше не видели, но которая казалась реальной. Как раз когда Тэхён собирался решить отпустить все, на его личную электронную почту пришло секретное видео. Без указания отправителя, без сообщения, тема «Ты заслуживаешь знать». Руки Тэхёна дрожали, когда он включал видео. Его голос был сдержанным. В груди сжалось. Глаза не моргали. На 43-секундном видео Чингук стоит в международной студии в Лондоне, окруженный светодиодными экранами, иностранной съемочной группой и дорогостоящим оборудованием. Он улыбнулся, поприветствовал камеру и сказал: «Это начало того, что я планировал 2 года, и никто, даже BTS, не знает всех масштабов, но когда-нибудь они поймут». Тэхён молчал. Его взгляд был затуманен. Разочарование, удивление и гнев смешались воедино. Но больше всего он чувствовал. Тэхён отдалился от человека, которого всегда считал родным братом. Не из-за решения Чингука начать сольную карьеру, а из-за его спланированного и полного секретов поведения. Прошло уже 2 года. Это значит, что когда они думали, что вместе, Чингук уже решил идти своим путем. И в ту ночь Тэхён впервые почувствовал, что то, что они построили вместе как BTS, начало трескаться изнутри. Но как раз в тот момент, когда его сердце начало разрываться от растерянности, раздался видеозвонок. Не от Чингука, а от того, о ком Тэхён никак не ожидал узнать – Лизы из Blackpink. Какое отношение Лиза имеет к секретному туру Чингука? Почему она выглядит так, будто хочет что-то сказать, но разрывается между смелостью и страхом? И самый главный вопрос – что на самом деле происходит? И кто на самом деле все знает с самого начала? Тэхён уставился на экран телефона. В уведомлении о входящем видеозвонке четко отображалось имя Лиса. Его сердце бешено колотилось. Это был необычный звонок. Они знали друг друга много лет, но не из тех, кто звонит друг другу спонтанно, особенно в разгар бури подозрений, которая не утихает. Его пальцы нерешительно коснулись зеленой иконки, но в конце концов любопытство взяло верх. На экране появилось лицо Лизы без макияжа, в серой толстовке и с волосами, собранными в небрежный хвост. В ее глазах читалось напряжение. Она тихо вздохнула, прежде чем открыть рот, и ее голос был почти шепотом. «Тэхён, ты же видел видео, верно?» Тэхён молчал. Его тело напряглось. «Значит, ты знаешь?» — наконец спросил он. Тон был ровным, сдерживая и без того неудержимый поток эмоций. Лиза кивнула. «Я не все знаю, но я была частью первоначального плана». Ее взгляд встретился с взглядом Тэхёна. В нем чувствовалась вина. И я должна сказать это сейчас, потому что если бы вы узнали об этом от кого-то другого, это было бы намного хуже. Тэхён замер. Что имеет в виду Лиза? Часть плана. Какой план? Действительно ли все так масштабно, как он опасался? Мир бежит за ним, не зная об этом? Лиза глубоко вздохнула, а затем заговорила все более четким голосом. Все началось в конце 2023 года, когда Чингук стал часто ездить за границу. Люди думают, что это для продвижения его нового сингла, но это не совсем так. Он действительно ездил в Америку, Японию и Англию, но не только ради музыки. Он создает свою собственную команду, персонал, занимается продюсированием, юридическими вопросами, промоутерами, даже дизайном концертов и визуальным оформлением. Все это создается в тайне. Тэхён сглотнул. «Я знаю это, потому что он пригласил меня присоединиться в качестве творческого партнера», продолжила Лиза. В то время я отказалась. Я сказала, что не готова работать над таким масштабным проектом, не зная его позиции в отношении BTS. Лиза посмотрела на него с ожиданием, словно желая показать, что она не совсем виновата.
Это серьезно, Тэхён. Очень серьезно. Дошло до того, что он нанял эксклюзивную команду из Европы. Некоторые из них – бывшие сотрудники гастрольных туров Coldplay и даже сценические техники с концертов Бейонсе. Он сказал, что хочет, чтобы этот тур стал самым большим испытанием в его жизни. Тэхён мог только покачать головой. Мир словно качался, не только из-за масштаба проекта, но и потому, что человек, которого он считал родным братом, готовил все 2 года, и никто из них об этом не знал. Почему он не поговорил с нами? Голос Тэхёна почти погас. Лиза долго молчала, прежде чем ответить. Я точно не знаю, но из того, что я услышала, он чувствовал, что слишком долго жил в тени группы. Он говорит, что любит вас, но также хочет знать, кто он такой. Никаких излишеств в BTS. Дело не в уходе. Дело в том, чтобы доказать. Тэхён кивнул. Его тело расслабилось. Затем внезапно завибрировал экран телефона. Входящее уведомление из Твиттера. В трендах Кореи решетка Юнка Карл Таур 2026. Ниже появилась ссылка на статью из международных СМИ «Глобальное господство Чингука в 2026 году. Секретный мировой тур, который потряс даже его самых близких друзей». Тэхён быстро кликнул. Его взгляд остановился на первом абзаце. Наши источники подтверждают, что Чингук, самый младший участник BTS, отправится в эксклюзивный мировой тур, который начнется в апреле 2026 года и охватит более 35 городов в 20 странах. Удивительно, но агентство HYBE, похоже, не выпустило официального заявления по поводу этого тура, что заставило многих фанатов предположить, что это независимый проект айдола. Источник в индустрии упомянул, что он разрабатывал его в течение 2 лет на личные средства и имеет команду, которая полностью независима от нынешней структуры BTS. Тэхён чуть не уронил телефон. Под новостями последовала серия комментариев от ARMY и мировой публики. Почему BTS ничего не знают? Это серьезно. Без RM, без Чимина, без Тэхёна. Я горжусь, но и грущу. Это как прощание. Он действительно готов начать сольную карьеру. Чингук предал их или готовит HYBE к чему-то большему. Тэхён сжал кулаки. Что случилось? Почему все это похоже на аккуратный сценарий, написанный кем-то другим? «Я знаю, это тяжело», — сказала Лиза. «Но есть еще кое-что, что ты должна знать». Тэхён устало посмотрел на нее. Лиза медленно кивнула, затем понизила голос. Несколько месяцев назад, перед прошлогодним финальным концертом, Чингук сказал мне, что подозревает, что в HYBE есть внутренние документы, в которых упоминалось, что компания готовится к ребрендингу сольных лиц BTS и что выбор пал только на него. Они никогда не говорили об этом открыто с другими участниками. Но с тех пор он начал держаться на расстоянии. В этом туре это может быть его реакцией на это давление. Кровь Тэхёна застыла в жилах. Слова Лизы были словно небольшой взрыв, наконец-то объяснивший последний кусочек пазла. HYBE поддерживает одну звезду и держит это в секрете от остальных. Тэхён встал. Его глаза были красными. Он посмотрел на экран своего ноутбука на столе, где все еще была открыта страница электронной почты. Видео Чингука все еще можно было воспроизвести. Но теперь он больше не хотел его смотреть. Одно можно сказать наверняка, дело не только в концертах. Дело не только в мировом турне. Речь идет о молчаливом предательстве, окутанном амбициями. О крупной компании, играющей двойную роль. О самом младшем участнике, который наконец-то ставит под сомнение все, что когда-то обещал своим братьям. И о друге, Тэхёне, которому предстоит сделать выбор, позволить всему случиться или копать глубже, даже если это причинит ему еще большую боль. Его телефон снова зазвонил, на этот раз от бывшего сотрудника HYBE. Тэхён безучастно посмотрел на экран телефона. Имя звонившего заставило его сердце на мгновение замереть. Джэхён, бывший руководитель отдела стратегии работы с артистами в HYBE Labels. Этот человек был ему хорошо знаком.
Напротив, за эти годы они часто общались в творческих дискуссиях, на сессиях оценки бренда BTS, в деликатных моментах, связанных с продлением контрактов. Но после его загадочной отставки год назад Джихён, кажется, исчез из поля зрения. Этот звонок не просто неожиданность. Это тревожный сигнал. После 5 звонков Тэхён ответил на звонок. Голос на другом конце провода звучал спокойно, но с оттенком скрытого эмоционального напряжения. «Тэхён, прости. Я знаю, что я не тот человек, с которым стоит об этом говорить, но я больше не могу молчать», — ответил Тэхён безэмоционально. «Что ты имеешь в виду?» Джихён глубоко вздохнул. Этот тур, глобальный проект Чингука, это не просто личный план. Это часть стратегии, которую мы обсуждали внутри HYBE с 2022 года, задолго до того, как ты об этом узнал. Тэхён внезапно встал. «Подожди, ты хочешь сказать, что HYBE знали об этом? И они молчат?» «Мы знали более чем», — ответил Джихён. «Мы это разработали». Атмосфера в комнате Тэхёна внезапно накалилась. Джихён продолжил: «Помнишь ежегодное собрание в конце 2021 года, когда мы обсуждали, кто сильнее всего подходит для дальнейшего глобального развития BTS? Тогда внутреннее голосование совета директоров показало, что Чингук обладает наибольшим рыночным магнетизмом как личность. Им нужно новое лицо, сформированное как глобальная икона сольной карьеры. Я думал, это просто абстрактное обсуждение». Тэхён быстро перебил его. Его голос задрожал, не в плане реализации. Джихён долго молчал. «Изначально да. Но все изменилось после того, как HYBE получила предложение от американской фирмы об инвестициях в глобальный развлекательный бренд. Им нужна центральная фигура. И это не RM, не ты, не Чимин. Им нужен только Чингук». Эти слова поразили Тэхёна как сокрушительный удар. Все это время они шли вместе, веря, что все равны. Но, как оказалось, решение об их будущем направлении было принято еще до того, как они смогли обсудить это как группа. «Почему бы тебе не поговорить с нами?» Нас связывал секретный пункт. Есть соглашение о неразглашении. Есть давление. Даже когда я пытался предупредить руководство о психологическом воздействии на других участников, меня игнорировали до самого конца. Я ухожу. Тэхён взъерошил волосы, пытаясь сдержать эмоции. Есть один документ, продолжил Джихён. Он называется «Проект Орион». Это внутреннее кодовое название медленной, но систематической программы Чингука по отделению от BTS. Начиная с рекламных контрактов, субканалов.